Артур Конан Дойл. Алое кольцо. Часть первая. «По-моему, миссис Уоррен, у вас нет серьезных причин беспокоиться», — сказал Шерлок Холмс. «А мне, человеку, чье время в какой-то степени ценно, нет смысла ввязываться в эту историю. Право же, у меня достаточно других занятий». И он снова взялся за свой огромный альбом с газетными вырезками, намереваясь вклеить в него и вписать в указатель какие-то новые материалы. Но миссис Уоррен, упрямая и лукавая, как всякая женщина, твердо стояла на своем. «В прошлом году вы распутали дело одного моего жильца», — сказала она, — «мистера Фердала Хопса». «О да, пустяковое дело». Но он, не переставая, говорил об этом. «Про вашу доброту, сэр, про то, как вы сумели раскрыть тайну. Я вспомнила его слова теперь, когда сама брожу в потемках и окружена тайной. Я уверена, что вы найдете время, если только захотите». Холмс поддавался на лесть, и, надо отдать ему справедливость, был человеком отзывчивым. Эти две силы побудили его, вздохнув, безропотно положить на место кисточку для клея и отодвинуться от стола вместе со своим креслом. «Ну что ж, миссис Уоррен, рассказывайте. Вам не помешает, если я закурю?» «Спасибо. Отсон, спички. Насколько я понимаю, вы обеспокоены тем, что ваш новый жилец не выходит из своих комнат, и вы никогда его не видите. Простите, миссис Уоррен, но будь я вашим постояльцем, вы частенько не видели бы меня неделями». «Вы правы, сэр, только тут совсем другое. Мне страшно, мистер Холмс. Я не сплю по ночам от страха. Слушать, как он ходит там взад и вперед, с раннего утра и до позднего вечера, и никогда его не видеть, такого мне не вынести. Мой муж нервничает, как и я, но он весь день на службе, а мне куда деваться? Почему он прячется? Что он натворил? Кроме служанки, я одна с ним в доме, и мои нервы больше не выдерживают». Холмс наклонился к женщине и положил ей на плечо свои длинные тонкие пальцы. Он, когда хотел, проявлял чуть ли не гипнотическую способность успокаивать. Взгляд женщины утратил выражение испуга, а черты ее взбудораженного лица обрели присущую им обыденность. Она села в указанное Холмсом кресло. «Если я берусь распутать загадку, я должен знать мельчайшие подробности», — сказал он. «Соберитесь с мыслями. Самая незначительная деталь может оказаться самой существенной. Вы говорите, этот человек явился 10 дней назад и заплатил вам за квартиру и стол вперед за 2 недели. Он спросил, какие будут мои условия, сэр. Я ответила 50 шиллингов в неделю. На верхнем этаже у меня небольшая гостиная и спальня, обособленная квартирка. Дальше. Он сказал, я буду платить вам вдвое больше, 5 фунтов в неделю, если вы согласитесь на мои условия. Я женщина небогатая, сэр. Мистер Уоррен зарабатывает мало, и такие деньги для меня большое подспорье. Он тут же достал 10-фунтовый кредитный билет. Вы будете получать столько же каждые 2 недели в течение долгого времени, если согласитесь, сказал он. А нет, так я с вами никаких дел больше не имею. И какие же он поставил условия? Так вот, сэр, он хотел иметь ключ от дома. В этом ничего удивительного нет. Жильцы нередко имеют свой ключ. А также, чтобы его предоставили самому себе и никогда, ни при каких обстоятельствах не тревожили. Но ведь и в этом нет ничего особенного. Так-то оно так, сэр. Да надо меру знать. А тут какая уж мера. Он у нас 10 дней, и ни я, ни мистер Уоррен, ни служанка ни разу его не видели. Мы слышим, как он там ходит и ходит, ночью, утром, днем. Но из дома он выходил только в первый вечер. «О, значит, в первый вечер он выходил?» «Да, сэр, и вернулся очень поздно. Мы все уже легли спать. Он предупредил, что придет поздно, и просил не запирать дверь на задвижку. Я слышала, как он поднимался по лестнице, это было уже после полуночи. А как насчет еды?» Он особо наказал, чтобы еду ставили на стул за его дверью после того, как он позвонит. Когда поест, он звонит опять, и мы забираем поднос с того же стула. А если ему надо что-нибудь еще, он оставляет клочок бумаги, на котором написано печатными буквами. «Печатными буквами?» «Да, сэр, карандашом. Только одно слово и ничего больше. Я принесла вам показать, вот. Мыло, а вот еще. Спичка. Эту записку, да или газет, он положил в первое утро. Я оставляю ему эту газету на стуле каждое утро вместе с завтраком». «Вот как!
— сказал Холмс с любопытством, разглядывая клочки бумаги, протянутые ему миссис Уоррен. «Это действительно не совсем обычно. Желание отгородиться от людей мне понятно. Но зачем печатные буквы? Писать печатными буквами — утомительное занятие. Почему он не пишет просто? Как вы это объясните, Уотсон? Он хочет скрыть свой почерк. Но зачем? Что ему до того, если квартирная хозяйка получит бумажку, написанную его рукой? Впрочем, может, вы и правы. Ну а почему такие лаконичные записки? Понятия не имею. Это открывает перед нами интересные возможности для умозаключений. Написано плохо точенным фиолетового цвета карандашом, весьма обычного образца. Обратите внимание, у записки оборвали уголок после того, как она была напечатана. Недостает кусочка буквы «М» в слове «мыло». Наводит на размышления Уотсон, а? Он чего-то опасается? Безусловно. На бумажке, по-видимому, остался след. Отпечаток пальца или что-нибудь еще. Почему его могли бы опознать? Так вы говорите, миссис Уоррен, что человек этот среднего роста, брюнет и носит бороду. А сколько ему лет? Молодой, сэр, не больше 30. На что вы еще обратили внимание? Он правильно говорил по-английски, сэр. И все-таки, судя по произношению, я подумала, что он иностранец. И он был хорошо одет? Очень хорошо, сэр. Настоящий джентльмен. Черный костюм. Ничего такого, что бросалось бы в глаза. Он не назвался? Нет, сэр. Не получал писем, и никто не навещал его? Нет. Но вы или служанка, разумеется, входите по утрам в его комнату? Нет, сэр. Он сам себя обслуживает. Неужели? Поистине удивительно. Ну а какой у него был багаж? Один большой коричневый чемодан, и только. Да, не сказал бы, что у нас много данных. Так вы говорите, что из комнаты ничего не выносили? Совсем ничего? Миссис Уоррен извлекла из сумочки конверт и вытряхнула из него на стол 2 использованные спички и окурок сигареты. Это было нынче утром на подносе. Я принесла, так как слышала, что даже из мелочей вы умеете делать серьезные выводы. Холмс пожал плечами. Из этого никаких серьезных выводов не сделаешь. Спичками, разумеется, зажигали сигареты, судя по тому, что обгорел только кончик. Когда зажигают сигару или трубку, сгорает половина спички. А вот окурок действительно представляет интерес. Вы говорите, у этого джентльмена усы и борода? Да, сэр. Тогда не понимаю. Эту сигарету, по-моему, мог курить только гладко выбритый человек. Ведь даже ваши скромные усы, Уотсон, нельзя было бы не опалить. Мундштук, предположил я. Ни в коем случае. Примят кончик. А может быть, у вас в доме живут 2 человека, миссис Уоррен? Нет, сэр. Он ест так мало, что я порой удивляюсь, как одному-то хватает. Что ж, придется ждать еще материала. В конце концов, вам не на что жаловаться. Квартирную плату вы получили, и он спокойный жилец, хотя, безусловно, не совсем обычный. Он хорошо вам платит, а если предпочитает не показываться, то, собственно, вас это не касается. У вас нет причин нарушать его уединение, пока нет оснований полагать, что он скрывается от закона. Я берусь за это дело и буду о нем помнить. Сообщите, если произойдет что-либо новое, и рассчитывайте на мою помощь, если она понадобится. В этом деле, несомненно, есть кое-какие занятные особенности, Уотсон, сказал он после того, как миссис Уоррен ушла. Оно может оказаться пустяковым. Допустим, жилец просто оригинал. Возможно, однако, что он гораздо серьезнее, чем выглядит поначалу. Прежде всего приходит в голову, что в комнатах миссис Уоррен живет вовсе не тот человек, который их снимал. Почему вы так думаете? На такую мысль наводит окурок. И потом, разве не было установлено, что жилец выходил 1 раз, и в тот же день, когда снял квартиру? Он или кто-то другой возвратился, когда никто в доме не мог его видеть. У нас нет никаких доказательств, что вернувшийся тот самый человек, который уходил. Далее, человек, снявший комнаты, правильно говорил по-английски. Этот же пишет печатными буквами. И спичка вместо спички. По-видимому, он нашел слово в словаре. Ведь словарь дает существительное только в единственном числе. Краткость, возможно, ему нужна, чтобы скрыть незнание английского языка. Да, Уотсон, у нас достаточно оснований подозревать, что тут произошла замена. Но с какой целью? Наша задача в том и заключается, чтобы это разгадать. Один очевидный путь к разгадке.
У нас, пожалуй, есть». Он достал свой огромный альбом, куда каждый день вклеивал вырезанные из лондонских газет объявления о розыске пропавших, о месте встреч и тому подобное. «Боже мой!» — воскликнул он, листая страницы. «Какая разноголосица стонов, криков, нытья! Какой короб необычайных происшествий! А ведь именно из этого короба человек, изучающий необычное, может выудить самые ценные сведения. Жилец миссис Уоррен уединился, и ему не шлют писем из опасения, что раскроется тайна, которую так хотят сохранить. Каким же путем сообщать ему о том, что происходит за стенами дома? Разумеется, через газеты. По-видимому, другого способа нет, и, по счастью для нас, мы можем ограничиться изучением одной газеты. Вот вырезки из Дейли газет за последние 2 недели. Дама в черном боа в конькобежном клубе «Принца». Это пропустим. Неужели Джимми разобьет сердце своей матери, и это вряд ли имеет к нам отношение? Если женщина, потерявшая сознание в брикстонском омнибусе, меня она не интересует. Душа моя тоскует по тебе. Нытье. Уотсон, самое настоящее нытье. А вот это подходит больше. Слушайте. Терпение. Найду какой-нибудь верный способ общаться. А пока этот столбец, Дж. Напечатано через 2 дня после того, как жилец поселился у миссис Уоррен. Вполне годится, верно? Таинственный незнакомец, возможно, читает по-английски, хотя и не умеет писать. Попытаемся снова напасть на этот след. Ну вот, так и есть. 3 дня спустя. Дело идет на лад. Терпение и благоразумие. Тучи рассеются, Дж. Потом ничего целую неделю. А вот нечто более определенное. Путь расчищается. Если найду возможность сообщить, помни условный код. 1А, 2Б и так далее. Узнаешь в скорости, Дж. Напечатано во вчерашней газете. В сегодняшней ничего. Все это весьма подходит к случаю с жильцом миссис Уоррен. Ждать недолго, Уотсон. Я уверен, что положение прояснится. Мой друг оказался прав. Утром я застал его стоящим на коврике перед камином спиной к огню, с улыбкой полного удовлетворения на лице. «Ну что вы теперь скажете, Уотсон?» — воскликнул он и взял со стола газету. «Высокий красный дом с белыми каменными карнизами, 4-й этаж, 2-е окно слева, когда стемнеет, Дж. Это уже вполне определенно. После завтрака мы, пожалуй, произведем небольшую разведку в окрестностях дома миссис Уоррен. А, миссис Уоррен, какие у вас новости?» Стремительность, с какой наша клиентка влетела в комнату, говорила о том, что произошло что-то очень важное. «С меня хватит, мистер Холмс!» — вскричала она. «Надо сообщить в полицию. Пусть укладывает чемодан и убирается. Я бы сразу поднялась к нему и так ему и сказала бы, да подумала, что сперва надо посоветоваться с вами. Но терпение мое кончилось. Уж если дошло до того, что избили моего старика, избили мистера Уоррена, ну, во всяком случае, обошлись с ним по-свински». «Но кто с ним обошелся по-свински?» «Вот это мы и хотим узнать. Случилось это нынче утром, сэр. Мистер Уоррен работает табельщиком у Мортона и Вейлота на Тоттенхэм-Корт-Роуд. Уходит он из дома около 7. Так вот, нынче утром не прошел он и 10 шагов по улице, как его нагнали 2, накинули на голову пальто и сунули в кэб, стоявший у обочины. Целый час они возили его, потом отворили дверь и вышвырнули. Он лежал на мостовой, обезумев от страха. И, конечно, ему было не до того, куда девался кэб. Когда он встал, то увидел, что находится на Хэмпстед-Хит. Он приехал домой в омнибусе и теперь лежит на кушетке, а я сразу помчалась сюда рассказать, что произошло. «Чрезвычайно интересно», — сказал Холмс. «Не заметил ли он, как выглядели эти люди? Не слышал ли, о чем говорили?» «Нет, он совсем обалдел. Знает только, что подняла его будто нечистая сила, и будто нечистая сила бросила на земь. Их было не меньше, чем 2, а может и 3. И вы связываете нападение на вашего мужа с жильцом? А как же? Мы живем здесь 15 лет, и подобного никогда не случалось. Больше я не желаю терпеть. Деньги — это еще не все в жизни. Я сегодня же выставлю его из своего дома». «Подождите немного, миссис Уоррен. Не делайте ничего наспех. Боюсь, что случай куда более серьезен, чем кажется на первый взгляд.
Теперь ясно, что вашему жильцу грозит какая-то опасность. Столь же ясно, что в туманном утреннем свете враги, подстерегавшие его у двери, приняли за него вашего мужа. Обнаружив свою ошибку, они его отпустили. Мы можем лишь гадать, как бы они поступили, если бы не ошиблись. Ну а мне что делать, мистер Холмс? Мне было бы весьма любопытно посмотреть на вашего жильца, миссис Уоррен. Ума не приложу, как это устроить, если не взломать дверь. Когда я оставляю поднос и спускаюсь по лестнице, я всегда слышу, как он ее отпирает. Ему приходится уносить поднос в комнату. Разве нельзя где-нибудь спрятаться и последить за ним? Хозяйка задумалась. Верно, сэр. Напротив есть чулан. Я могла бы поставить туда зеркало, и если вы скроетесь за дверью... Великолепно! Воскликнул Холмс. А когда у него второй завтрак? Около часа, сэр. Значит, мы с доктором Уотсоном придем к тому времени. Всего вам хорошего, миссис Уоррен. В половине первого мы были уже у дома миссис Уоррен. Высокого узкого желтого кирпичного дома на Грейт-Орм-стрит, неширокой улочке к северо-востоку от Британского музея. Он был расположен поблизости от угла, и из него открывался вид на Хау-стрит с ее более солидными строениями. Посмеиваясь, Холмс указал на одно из них. Большой многоквартирный дом, стоявший несколько впереди других, из тех, что невольно привлекают внимание. Вот оно, Уотсон, высокий красный дом с белыми каменными карнизами. А вот окно, откуда будут подавать сигналы. Место известно, известен и код. Наша задача не окажется трудной. В том окне объявление «Сдается в наем». Следовательно, квартира пуста, и сообщник может ею пользоваться. «Ну, как дела, миссис Уоррен?» «Я все для вас подготовила. Оставьте башмаки внизу, поднимайтесь, и я впущу вас в чулан». Она все устроила очень удобно. Зеркало было так поставлено, что, сидя в темноте, мы ясно видели дверь напротив. Только мы уселись, и миссис Уоррен нас покинула, как отдаленное звяканье возвестило, что таинственный сосед позвонил. Вскоре явилась хозяйка, поставила поднос на стул возле запертой двери и, тяжело ступая, удалилась. Скрючившись в уголке за нашей дверью, мы устремили взгляд на зеркало. Замерли шаги хозяйки, тут же щелкнул ключ, повернулась дверная ручка, и две тонких руки взяли со стула поднос. Через минуту его быстро поставили на место, и передо мною мелькнуло прекрасное смуглое личико, с ужасом глядевшее на чуть приоткрытую дверь чулана. Потом дверь в комнату захлопнулась, ключ в замке повернулся снова, и все стихло. Холмс дернул меня за рукав, и мы, крадучись, спустились по лестнице. «Вечером я приду опять», — сказал он, выжидающе смотревший на него хозяйке. «По-моему, Уотсон, нам лучше обсудить это дело у себя дома». «Итак, мое предположение подтвердилось», — начал он, удобно расположившись в кресле. «Произошла замена. Я только не предугадал, Уотсон, что мы встретим женщину, и женщину незаурядную. Она увидела нас. Она увидела что-то, испугавшее ее. Это несомненно. В общем, ход событий достаточно ясен, вы согласны с этим? Парочка ищет убежище в Лондоне, спасаясь от нависшей над ними страшной угрозы. Насколько серьезна угроза, можно судить потому, что приняты строгие меры предосторожности. Мужчина, которому необходимо что-то совершить, желает на это время обеспечить женщине полную безопасность. Задача нелегкая. Однако он решил ее весьма своеобразно и настолько успешно, что присутствие женщины в доме неизвестно даже квартирной хозяйке, которая ей носит еду. Теперь ясно, зачем нужны печатные буквы, чтобы не видно было, что пишет женщина. Встречаться с ней мужчина не может. Он навел бы врагов на ее след. А поскольку ему нельзя с ней увидеться, он сообщал ей о себе через газету. Пока что все понятно. Но что за этим кроется? Ах, Уотсон, вы, как всегда, практичный да нельзя. Что за всем этим кроется? Забавная проблема миссис Уоррен несколько усложнилась и принимает все более зловещий характер. Покамест мы можем с уверенностью сказать одно. Это не банальное любовное приключение. Вы заметили выражение лица женщины, когда ей почудилась опасность? Мы слышали также о нападении на хозяина, ведь его, несомненно, приняли за жильца. Все это, а также крайняя необходимость сохранить тайну, говорит о том, что речь идет о жизни и смерти. Далее,
Нападение на мистера Уоррена показывает, что врагам, кто бы они ни были, неизвестно о замене квартиранта мужчины женщиной. Это весьма любопытно и запутанно, Уотсон. А почему бы вам не отстраниться от этого дела? Никакой выгоды оно вам не сулит. Правда, не сулит. Искусство для искусства, Уотсон. Вы ведь тоже, когда занимались врачебной практикой, наверное, лечили не только за плату. Чтобы пополнять свое образование, Холмс. Учиться никогда не поздно, Уотсон. Образование – это цепь уроков, и самые серьезные приходят под конец. Наш случай поучительный. Он не принесет ни денег, ни славы, и все же хочется загадку распутать. С наступлением темноты мы сделаем шаг вперед в наших изысканиях. Когда мы снова пришли в квартиру миссис Уоррен, сумрак лондонского вечера сгустился. Унылую, однообразно серую пелену разрывали только резко очерченные желтые квадраты окон и расплывчатые круги газовых фонарей. Выглянув из затемненной гостиной, мы увидели еще одно тусклое пятно света, мерцавшее высоко во мраке. «В той комнате кто-то ходит», — прошептал Холмс, приблизив свое длинное напряженное лицо к стеклу. «Да, я вижу его тень. Вот он опять. У него в руке свеча. Теперь он смотрит в нашу сторону. Хочет убедиться, что она наблюдает за ним. Начинает подавать сигналы. Принимаете и вы, Уотсон, чтобы мы могли сверить наши данные. Одна вспышка, разумеется, А. Ну, сколько вы насчитали? 20, я тоже. Должно означать Т от Т, вполне вразумительно. Снова Т. Это, разумеется, начало второго слова. Получается тента. Кончилось. Неужели все, Уотсон? А тента бессмысленно. Нет смысла и в том случае, если считать за 3 слова. От, тен, та. Началось опять. Что же это такое? От, те. Как то же самое? Странно, Уотсон, очень странно. И опять все сначала. От, да ведь он повторяет уже в 3-й раз. 3 раза от тента. Сколько же будет еще? Нет, кажется, закончил. Он отошел от окна. Как вы это объясните, Уотсон? Зашифрованное сообщение. Неожиданно Холмс хмыкнул, будто что-то сообразив. И шифр не такой уж головоломный, Уотсон, ведь это на итальянском. А в конце обозначает, что адресовано женщине. Берегитесь, берегитесь, берегитесь. Что скажете, Уотсон? Полагаю, что вы попали в точку. Несомненно. Предупреждение необычайно важное, потому и повторено 3-ды. Но беречься чего? Погодите. Он снова подошел к окну. Мы опять увидели смутный силуэт согнувшегося человека и мелькание огонька в окне, когда сигналы возобновились. Теперь их передавали намного быстрее, так быстро, что трудно было уследить. Периколо. Периколо. А это что означает, Уотсон? Опасность? Боже милостивый. Да это сигнал опасности. Опять начал. Пери. Вот тена. Что же? Свет вдруг погас. Скрылся мерцающий квадрат, и 4-й этаж черной лентой опоясал высокое здание с его рядами светящихся окон. Последний предостерегающий сигнал внезапно оборван. Почему? Кем? Такая мысль возникла у нас обоих одновременно. Холмс отскочил от окна. «Это не шутки, Уотсон!» — крикнул он. «Там происходит какая-то дьявольщина. Почему сигналы так странно прекратились? Надо связаться со Скотланд-Ярдом. А с другой стороны, уходить нам нельзя. Время не терпит. Может, мне сбегать за полицией? Необходимо поточнее узнать, в чем там дело. Может быть, причина совсем безобидная. Скорее туда, Уотсон, и попытаемся разобраться сами». Часть 2. Когда мы быстро шли по Хау-стрит, я оглянулся на только что покинутый нами дом. В окошке верхнего этажа маячила тень головы. Тень женщины, которая напряженно, затаив дыхание, смотрела в ночь, ожидая возобновления сигналов. Перед зданием на Хау-стрит, склонившись над перилами и уткнув лицо в шарф, стоял человек в длинном пальто. Он вздрогнул, когда свет фонаря в подъезде упал на наши лица. «Холмс!» — вскричал он. «Да, это я, Грегсон», — отозвался мой спутник, здороваясь с сыщиком из Скотланд-Ярда. «Влюбленные встретились вновь. Что вас привело сюда?» «Очевидно, то же, что и вас», — сказал Грегсон. «Но каким образом вы узнали об этом деле
ума не приложу. Меня и вас привели разные нити одного и того же запутанного клубка. Я принимал сигналы. Сигналы? Да, из этого окна. Они оборвались на середине. Мы пришли выяснить, почему. Но так как дело сейчас в верных руках, у меня нет оснований заниматься им дальше. «Погодите!» — жаром крикнул Грегсон. «Скажу вам по чести, мистер Холмс, с вашей поддержкой я в любом деле чувствую себя увереннее. Этот подъезд единственный в доме. Ему от нас не уйти». «Кому? Кто он такой?» «Наконец-то перевес на нашей стороне, мистер Холмс. Придется вам с этим согласиться». Он сильно ударил своей тростью по тротуару, после чего кучер извозчичьей кареты, стоявший в конце улицы, не спеша направился к нам с кнутом в руках. «Позвольте представить вам мистера Холмса», — сказал ему Грегсон. «Это мистер Ливертон из американского агентства Пинкертона». «Герой тайны Лонг-Айлендской пещеры», — воскликнул Холмс. «Рад познакомиться с вами, сэр». Американец, деловитый молодой человек с острыми чертами продолговатого, гладко выбритого лица, покраснел, услышав такую похвалу. «То, что нам предстоит сейчас, дело всей моей жизни, мистер Холмс. Если мне удастся схватить Джорджана...» «Что? Джорджана из Лиги Алое Кольцо?» «О, у него уже европейская слава. Что ж, в Америке нам все о нем известно. Мы знаем, что на его совести 50 убийств. Но пока что у нас нет неопровержимых улик, и мы не можем его арестовать. Я гнался за ним по пятам из Нью-Йорка, и неделю слежу за ним в Лондоне, выжидая случая схватить его за шиворот. Мы с мистером Грегсоном выследили его. Он в этом большом доме, где только один подъезд, и ему от нас не скрыться. С тех пор, как он там, вышли 3, но, клянусь, его в их числе не было». «Мистер Холмс говорил о сигналах», — вставил Грегсон. «Я уверен, ему, как всегда, известны такие подробности, каких мы не знаем». Холмс в коротких словах разъяснил, как мы себе представляем положение дел. Американец с досадой стиснул руки. «Он узнал, что мы здесь». «Почему вы так думаете?» «Разве не ясно? Он скрылся в доме и подает знаки соучастнику. В Лондоне несколько человек из его банды. Потом, как вы изволили заметить, когда он сообщил о грозящей опасности, сигналы вдруг оборвались. Что же это означает, если не то, что он увидел нас из окна, или почему-то догадался, насколько близка опасность, и решил действовать немедля, чтобы ее избежать? Что вы предлагаете, мистер Холмс? Подняться наверх и выяснить на месте, что там произошло. Но у нас нет ордера на его арест. Этот человек находится в пустой квартире при подозрительных обстоятельствах, сказал Грегсон. Для начала достаточно. Когда мы посадим его за решетку, Нью-Йорк, наверное, поможет нам удержать его там. Я беру на себя ответственность за арест. Наши сыщики-профессионалы, может быть, не всегда быстро шевелят мозгами, но в храбрости им нельзя отказать. Грегсон поднимался по ступенькам, чтобы арестовать этого матерого преступника столь же деловито и спокойно, как если бы шел по парадной лестнице Скотланд-Ярда. Пинкертоновский агент попытался было обогнать его, но Грегсон весьма решительно оттеснил его назад. Лондонские опасности — привилегия лондонской полиции. Дверь квартиры слева на 4-м этаже была приоткрыта. Грегсон отворил ее. Внутри было темно и очень тихо. Я чиркнул спичкой и зажег фонарь сыщика. Когда огонь разгорелся, все мы ахнули в изумлении. На сосновых досках голого пола виднелись свежие следы крови. Красные отпечатки сапог вели в нашу сторону из внутренней комнаты, дверь в которую была закрыта. Грегсон широко распахнул ее и поднял фонарь, горевший теперь ярким пламенем. А мы нетерпеливо глядели из-за его спины. На полу посредине пустой комнаты распростерся человек геркулесовского сложения. Черты его смуглого, гладко выбритого лица были страшно искажены. Голова с жутким венчиком алой крови лежала на светлом паркете в растекшейся кровяной луже. Колени его были подняты, руки раскинуты, а в могучей коричневой шее торчала рукоятка ножа. Хоть он и был гигантом, сокрушительный удар, видимо, свалил его, как мясник валит быка. Возле его правой руки на полу лежал внушительный обоюдоострый кинжал с роговой рукоятью,
а рядом черная лайковая перчатка. «Боже мой, ведь это и есть черный Джорджано!» — вскричал американский сыщик. «На этот раз кто-то нас опередил. А вот и свеча на окошке, мистер Холмс», — сказал Грегсон. «Но что это вы делаете?» Холмс подошел к окну, зажег свечу и принялся размахивать ею перед окном. Потом вгляделся в темноту, погасил свечу и бросил на пол. «Пожалуй, это нам поможет». Он вернулся к обоим профессионалам, осматривавшим тело, и в глубокой задумчивости стал рядом. «Вы говорите, что пока ждали внизу, из дома вышли трое», — произнес он наконец. «Вы разглядели их?» «Да, разглядел». «Был ли среди них человек лет 30, смуглый, чернобородый, среднего роста?» «Да, он прошел мимо меня последним. Думаю, что это тот, кто вам нужен. Я могу его описать вам, и у нас есть великолепный отпечаток его ноги. По-моему, этого вам хватит». «Не очень-то много, мистер Холмс, чтобы найти его среди миллионов лондонцев». «Возможно. Потому я и подумал, что не лишнее призвать на помощь даму». При этих словах мы все обернулись. В прямоугольнике двери стояла высокая красивая женщина, таинственная квартирантка миссис Уоррен. Она медленно приблизилась. Ее бледное лицо было полно тревоги. Напряженный испуганный взгляд прикован к темной фигуре, лежавшей на полу. «Вы убили его!» — пробормотала она. «Вы убили его!» Потом она глубоко перевела дыхание и с радостным криком подпрыгнула. Она кружилась по комнате, хлопала в ладоши. Ее карие глаза горели восторгом и изумлением. С губ срывались тысячи прелестных итальянских возгласов. Ужасно и удивительно было смотреть на эту женщину, охваченную радостью при виде такого зрелища. Вдруг она остановилась и вопрошающе взглянула на нас. «Но ведь вы полиция? Вы убили Джузеппе Джорджано, правда?» «Мы полиция, сударыня». Она вгляделась в темные углы комнаты. «А где же Дженнаро?» «Дженнаро Лука, мой муж. Я Эмилия Лука, мы оба из Нью-Йорка. Где Дженнаро? Он только что позвал меня из этого окна, и я помчалась со всех ног». «Это я позвал», — сказал Холмс. «Вы? Но как вы узнали?» «Ваш шифр не сложен, сударыня. Вы нужны нам здесь. Я был уверен, что стоит мне подать знак Виени, приходите, и вы обязательно придете». Прекрасная итальянка взглянула на Холмса с благоговейным страхом. «Не понимаю, откуда вам все это известно», — сказала она. «Джузеппе Джорджано, как он...» Она замолчала, и вдруг ее лицо осветилось радостью и гордостью. «Теперь я поняла. Мой Дженнаро. Это сделал мой прекрасный, чудесный Дженнаро, который охранял меня от всех бед. Он убил чудовище собственной сильной рукой. О, Дженнаро, какой ты замечательный! Есть ли на свете женщина, достойная такого мужчины?» «Так вот, миссис Лука», — сказал прозаичный Грегсон, положив руку на локоть сеньоры так же бесстрастно, как если бы она была хулиганом из Ноттинг-Хилла. «Пока мне еще не совсем ясно, кто вы такая и зачем вы здесь. Но из того, что вы сказали, мне вполне ясно, что вами заинтересуется в Скотланд-Ярде». «Одну минуту, Грегсон», — вмешался Холмс. «Я полагаю, что леди и сама не прочь дать нам кое-какие сведения. Вам понятно, сударыня, что вашего мужа арестуют и будут судить за убийство человека, который лежит перед нами. Ваши слова могут быть использованы как доказательство его виновности. Но если вы полагаете, что ваш муж действовал не в преступных целях и желал бы сам, чтобы о них узнали, то, рассказав нам все, вы очень ему поможете». «Теперь, когда Джорджано мертв, нам ничего не страшно», — ответила итальянка. «Это был дьявол, чудовище, и ни один судья в мире не накажет моего мужа за то, что он убил его». «В таком случае», — сказал Холмс, — «я предлагаю запереть дверь, оставив все как есть, пойти вместе с этой леди к ней на квартиру и принять решение после того, как она расскажет нам всю историю». Через полчаса мы все четверо сидели в маленькой гостиной сеньоры Лукки, слушая ее удивительный рассказ о зловещих событиях, развязки которых нам довелось быть свидетелями.
Она говорила по-английски быстро и бегло, однако весьма неправильно, и для большей ясности я несколько упорядочил ее речь. «Родилась я в Позилиппо, неподалеку от Неаполя», — начала она. «Я дочь Аугусто Борелли, который был там главным юристом, а одно время и депутатом от этого округа. Дженаро служил у моего отца, и я влюбилась в него, ибо в него нельзя не влюбиться. Он был беден и не имел положения в обществе, не имел ничего, кроме красоты, силы и энергии. И отец не дал согласия на брак. Мы бежали, поженились, продали мои драгоценности, а на вырученные деньги уехали в Америку. Это случилось 4 года назад, и с тех пор мы жили в Нью-Йорке. Сначала судьба была к нам очень благосклонна. Дженаро оказал услугу одному джентльмену-итальянцу, спас его от головорезов и таким образом приобрел влиятельного друга. Зовут его Тито Костолотте. Он главный компаньон известной фирмы Костолотте и Замбо, основного поставщика фруктов в Нью-Йорк. Сеньор Замбо много болеет, и все дела фирмы, в которой занято более 300 человек, в руках нашего нового друга Костолотте. Он взял моего мужа к себе на службу, назначил заведующим отделом и проявлял к нему расположение, как только мог. Сеньор Костолотте холост, и мне кажется, он относился к Дженаро как к родному сыну, а я и мой муж любили его, словно он был нам отец. Мы сняли в Бруклине небольшой домик, и наше будущее казалось нам обеспеченным, как вдруг появилась черная туча и вскоре заволокла все небо. Как-то вечером Дженаро возвратился с работы и привел с собой соотечественника. Звали его Джорджано, и он тоже был из Позилиппо. Это был человек колоссального роста, в чем вы сами могли убедиться. Вы видели его труп. У него было не только огромное тело. В нем все было фантастично, чрезмерно и жутко. Голос его звучал в нашем домике как гром. Когда он говорил, там едва хватало места для его громадных размахивающих рук. Мысли, переживания, страсти — все было преувеличенное, чудовищное. Он говорил, вернее, орал с таким жаром, что остальные только сидели и слушали, испуганные могучим потоком слов. Глаза его сверкали, и он держал нас в своей власти. Это был человек страшный и удивительный. Слава Создателю, что он мертв. Он стал приходить все чаще и чаще. Но я знала, что Дженаро, как и я, не испытывал радости от его посещений. Мой несчастный муж сидел бледный, равнодушный, слушая бесконечные разглагольствования насчет политики и социальных проблем, что являлось темой разговоров нашего гостя. Дженаро молчал. Но я, хорошо его зная, читала на его лице чувство, какого оно не выражало никогда раньше. Сперва я подумала, что это неприязнь. Потом поняла, что это нечто большее. То был страх, едва скрываемый, неодолимый страх. В ту ночь, в ночь, когда я прочитала на его лице ужас, я обняла его и умоляла ради любви ко мне, ради всего, что дорого ему, ничего не утаивать и рассказать мне, почему этот великан так удручает его. Муж рассказал мне, и от его слов сердце мое оледенело. Мой бедный Дженаро в дни пылкой, одинокой юности, когда ему казалось, что весь мир против него, и его сводили с ума несправедливости жизни, вступил в Неаполитанскую лигу «Алое кольцо», нечто вроде старых карбонариев. Тайны этой организации, клятвы, которые дают ее члены, ужасны. А выйти из нее, согласно правилам, невозможно. Мы бежали в Америку. И Дженаро думал, что избавился от всего этого навсегда. Представьте себе его ужас, когда однажды вечером он встретил на улице гиганта Джорджано, того самого человека, который в Неаполе втянул его в организацию и на юге Италии заработал себе прозвище «Смерть», ибо руки его по локоть обогрены кровью убитых. Он приехал в Нью-Йорк, скрываясь от итальянской полиции, и уже успел создать там отделение этой страшной лиги. Все это Дженаро рассказал мне и показал полученную им в тот день бумажку с нарисованным на ней алым кольцом. Там говорилось, что в такой-то день и час состоится собрание, на котором он должен присутствовать. Это ничего хорошего не сулило, и худшее ждало нас впереди.
С некоторого времени я стала замечать, что Джорджано, придя к нам, а теперь он приходил чуть ли не каждый вечер, обращается только ко мне. А если и говорит что-нибудь моему мужу, то не спускает с меня страшного, неистового взгляда своих блестящих глаз. Однажды его тайна обнаружилась. Я пробудила в нем то, что он называл любовью, любовь чудовища, дикаря. Дженнаро еще не было дома, когда он пришел. Он придвинулся ко мне, схватил своими огромными ручищами, сжал в медвежьем объятии и, осыпая поцелуями, умолял уйти с ним. Я отбивалась, отчаянно кричала. Тут вошел Дженнаро и бросился на него. Джорджано ударил мужа так сильно, что тот упал, потеряв сознание. А сам бежал из дома, куда вход ему был закрыт навсегда. С того вечера он стал нашим смертельным врагом. Через несколько дней состоялось собрание. По лицу Дженнаро, когда он возвратился, я поняла, что случилось нечто ужасное. Такой беды нельзя было себе представить. Общество добывает средства, шантажируя богатых итальянцев и угрожая им насилием, если они откажутся дать деньги. На этот раз они наметили своей жертвой Костолотте, нашего друга и благодетеля. Он не испугался угроз, а записки бандитов передал полиции. И вот решили учинить над ним такую расправу, которая отбила бы у других охоту противиться. На собрании постановили взорвать динамитом его дом с ним вместе. Бросили жребий, кому выполнять это чудовищное дело. Опуская руку в мешок, Дженнаро увидел улыбку на жестоком лице своего врага. Конечно, все было как-то подстроено, потому что на ладони мужа оказался роковой кружок с алым кольцом. Приказ совершить убийство. Он должен был лишить жизни самого близкого друга. За неповиновение товарищи наказали бы его и меня тоже. Дьявольская лига мстила отступникам или тем, кого боялась, наказывая не только их самих, но и близких им людей. И этот ужас навис над головой моего несчастного Дженнаро и сводил его с ума. Всю ночь мы сидели обнявшись, подбадривая друг друга перед лицом ожидающих нас бед. Взрыв назначили на следующий вечер. В полдень мы с мужем были уже на пути в Лондон. И, конечно, предупредили нашего благодетеля об опасности и сообщили полиции все сведения, необходимые для охраны его жизни. Остальное, джентльмены, вам известно. Мы не сомневались, что нам не уйти от своих врагов, как нельзя уйти от собственной тени. У Джорджано были и личные причины для мести, но мы знали также, какой это неумолимый, коварный и упорный человек. В Италии и в Америке без конца толкуют о его страшном могуществе, а сейчас уж он, конечно, использовал бы свои возможности. Благодаря тому, что мы опередили врагов, у нас оказалось несколько спокойных дней, и мой любимый обеспечил мне убежище, где я могла укрыться от опасности. Сам он хотел иметь свободу действий, чтобы снестись с итальянской и американской полицией. Я не имею представления, где он живет и как. Я узнавал о нем только из заметок в газете. Однажды, выглянув в окно, я увидела двух итальянцев, наблюдавших за домом, и поняла, что каким-то образом Джорджано обнаружил наше пристанище. Наконец Дженнаро сообщил мне через газету, что будет сигнализировать из определенного окна. Но сигналы говорили только о необходимости остерегаться и внезапно прервались. Теперь мне ясно. Мой муж знал, что Джорджано напал на его след. И, слава богу, подготовился к встрече с ним. А теперь, джентльмены, скажите, совершили мы такое, что карается законом? И есть ли на свете суд, который вынес бы обвинительный приговор Дженнаро за то, что он сделал? «Что же, мистер Грегсон?» — сказал американец, посмотрев на английского агента. «Не знаю, какова ваша британская точка зрения, но в Нью-Йорке, я полагаю, подавляющее большинство выразит благодарность мужу этой дамы». «Ей придется поехать со мною к начальнику», — ответил Грегсон. «Если ее слова подтвердятся, не думаю, что ей или ее мужу что-нибудь грозит. Но чего я не способен уразуметь, так это каким образом в этом деле оказались замешаны вы, мистер Холмс. Образование, Грегсон, образование. Все еще обучаюсь в университете. Кстати, сейчас еще нет 8 часов, а в Ковент-Гардене идет опера. Если поторопиться,
мы можем поспеть ко второму действию.